И сегодня мы решили сделать вам экскурсию по местному супермаркету. Закупиться запрещенкой. Это что такое, я не знаю. Фрукторианцы, голодными не останетесь. В Парагвае, конечно, цены дешевле. Вот мы вчера даже посидели в ресторане. Вот в Парагвае цены, наверное, дешевле раза в 3 точно. Скоро лечу в Москву и решил себе взять 3 пачки. Когда я бываю за границей, я всегда стандартно с собой привожу сыры. Так что, друзья, вот, возвращаюсь в Советский Союз, как в старые добрые, привожу с собой продукты. Ну что, друзья, всем по традиции Буэнос Тардес. Меня зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Латино Руссо. Как вы знаете, наша компания занимается помощью в получении гражданства стран Латинской Америки. Но часто люди, которые пишут нам, интересуются различными деталями о жизни в латинских странах. Ведь многие там не бывали никогда в жизни. Ну и, конечно, интересуют различные бытовые мелочи, от безопасности до стоимости автомобилей. И в данном ролике мы решили зайти в продуктовый супермаркет в бразильском городе Фоз-до-Игуасу. Ну и посмотреть, какими явствами может побаловать себя бразилец. Ну и самое главное, сколько все это стоит. Друзья, ну и пока мы не начали, у меня большая просьба. Поставьте, пожалуйста, авансом лайк этому видео. В данное непростое для YouTube время это очень поможет нашему каналу в продвижении. Ну и так, добро пожаловать на шопинг Бразилию. Ну что, всем привет, новый день в Бразилии. И сегодня мы решили сделать вам экскурсию по местному супермаркету. Для того, чтобы сравнить цены. Ну, во-первых, мы хотим, естественно, закупиться запрещенкой, которая уже 10 лет недоступна в России. Ну и, во-вторых, решили вам показать цены и ассортимент бразильских магазинов. То есть сравним их с ценами в Парагвае. Ну и вообще, вот кто живет в России, кто живет в Европе, сможете вообще вот сравнить, посмотреть, что продается в Латинской Америке, какие цены вообще, ну и какой ассортимент товаров, думаю, тоже вам будет интересно. Ну вот смотрите, допустим, яйца здесь продаются не по десяткам, как в той же Москве, а по 12 штук. Стоит она 8 реалов. Ну и вот такие вот, как сказать, не знаю, кассеты, не кассеты, что тут 30 яиц стоит 20 реалов бразильских. Также в Бразилии, как и в любой латинской стране, большой выбор фруктов. Чего тут только нет. Есть яблоки, кокосы, бананы, даже есть фиолетовые манго. По-моему, вот они, если я не ошибаюсь. Вот. Есть ананасы, папайя. То есть, в принципе, весь модельный ряд, который вы сможете встретить в странах Юго-Восточной Азии. То есть, такие мандарины. Это что такое, я не знаю. Лимау какой-то. Не знаю, не пробовал. Маракуйю? Вот, ну, подсказывают, что маракуйю я не пробовал. Сливы. Вот какая-то вкусная штука с виду. В общем, все есть из фруктов, то вот фрукторианцы, голодными не останетесь. Ну, для тех, кто живет в России, у нас популярны яблоки. Ну, вот груши, допустим, там 13 реалов, там яблоки по 19, 18, 15 реалов. Ну, вот для сравнения, в Парагвае килограмм хороших сочных яблок стоит где-то 150 рублей на наши деньги, ну или $1,5. Также здесь есть большой выбор свежевыжатых соков. Есть, вот они очень много. Сок из манго, маракуйи, апельсина. То есть очень сок вкусный, сладкий. Вот. Сахара тут немного. Ну, не знаю, может быть, то, что я пробовал, вот, ничего понравилось. Там сахара немного и чувствуется такой вкус вот, именно апельсинов. Я люблю апельсиновый сок. Также вот здесь есть виноград. Ну, вот, допустим, для сравнения, виноград стоит там 9,2 реала, вот есть там за 10 реалов. Вот есть клубничка. Ну, кстати, по поводу клубники мы уже снимали отдельный ролик в городе Ригуа, Парагвая. Там она вообще стоит копейки, можно купить хоть вот такую огромную корзину. Вот. Ну, всякий, да, большой выбор винограда. Ну, вот пришли в мясной отдел, тут также все есть, от свинины до говядины. Вот здесь есть такие огромные куски. Я вот, к сожалению, португальский не знаю, но, ну, видимо, это какая-то свинина. То есть карна — это мясо по-испански. Что такое бовина, я не знаю. Ну, судя по внешнему виду, похоже на говядину. По цене, ну, вот видите, от 15 до 40 реалов за килограмм. Ну, также вот здесь есть нарезочка, в принципе. Вот. Ну, в Парагвае, конечно, цены дешевле. Вот мы вчера даже посидели в ресторане. Вот в Парагвае цены, наверное, дешевле раза в 3 точно. Ну, как и в Аргентине, собственно. Вот, ну, я в основном в Парагвае нахожусь, поэтому сравниваю с этой страной. Ну, что касается меня, моя личная боль, когда из России ушли нормальные сыры, вот сейчас продается вот это непонятно что. Когда я бываю за границей, я всегда стандартно с собой привожу сыры. Вот, цен тут, к сожалению, нет, цены есть. Вот, ну, 24 реала, 15 реалов, но сыр на самом деле очень вкусный. Ну и в принципе он вкусный везде, кроме России. Вот, здесь есть тоже большой выбор сыров, там есть с плесенью, есть обычный, есть нарезанный, твердый, мягкий, то есть в принципе все виды
по ценам, ну, кусочек там 14 реалов стоит, с плесенью 11, 7,5. То есть, ну, в принципе, как бы достаточно лояльно, по сырам гораздо дешевле, чем в России. Вот. Парагвай, честно, не помню, вот, но вот с Россией могу сравнить. Вот, очень большой выбор, есть много сыров с плесенью, я их люблю. Вот, твердый сыр, то есть, в принципе, все как в Италии. Ну и, кстати, что интересно, здесь Red Bull, энергетический напиток, который я периодически пью, когда не высыпаюсь, когда много переездов, да, грешен этим. Вот он здесь расположен между бутылками с джином в разделе с алкоголем. Ну и также алкогольный отдел здесь довольно большой, здесь есть там водка, есть коньяк. Кстати, насчет коньяка, есть в Парагвае такой напиток, называется канья. Ну это аналог такого российского самогона. Он очень дешевый, ну, говорят, качественный. У меня приятель очень любит его. Стоит это где-то 2000 миль, это в районе там 2000 гуарани, до миль. Вот, и достаточно вкусный, в принципе, пока еще никто не отравился. Сам не пробовал, я алкоголь не пью, но говорят, что если будете в Парагвае, рекомендую попробовать. Говорят, вкусно. Вот. Ну, также есть вино, ну, по ценам тоже ценники разные, есть там за 110 реалов, есть там за 150, за 80 красное вино, там дальше белое вино. То есть, ну, я в винах не особо разбираюсь, но в принципе тоже вот ассортимент довольно большой. Ну, я скажу по ценам, вот есть 100, 349, 229, 130, то есть, в принципе, неплохое. Ну а если среди наших зрителей есть шалунишки, сладкоежки, то вот здесь могут купить тортики. Тоже по ценам, в принципе, адекватно, там 48 реалов, вот есть за 45, 81, 65 шоколадные тортики. Ну, вот есть подешевле, там за 35, за 38. Ну, как бы для Бразилии лояльно, но, в принципе, в Парагвае точно дешевле примерно раза в 2. Так что, в принципе, если вы зарабатываете не так много, вот, и хотите переехать в Латинскую Америку, то, в принципе, вот, Парагвай идеальное место. Ну, кстати, лично я очень люблю хамон. Вот как раз он здесь представлен. Вот такая пачка хамона, 80 грамм, стоит 33 реала. Вот, есть за 32 реала. Ну, есть еще подешевле, вот за 28, но я не знаю, это вот. Ну вот этот я пробовал вкусный, как раз скоро лечу в Москву и решил себе взять 3 пачки, чтобы угостить жену, детишек. Нашли раздел с шоколадом. Кстати, здесь есть, у меня дочка очень любит KitKat, которого нет в России, здесь он как раз есть. И здесь очень такие интересные шоколадки, но их почему-то найти не могу. Они такие желтые, с большими крупными орехами. Вот мне когда друзья летят с Аргентины, они мне всегда привозят. Вот, решили вот купить их в Бразилии, но вот что-то не можем найти. Ну, тоже интересно, вот какой-то сникерс желтого цвета, какие-то вот шоколадки, названия которых я не знаю. Ну, вот они, кстати, вот что-то похоже на вот это. Кстати, насчет шоколадок, вот такие шоколадки, вот обязательно попробуйте, очень вкусные. Такой молочный шоколад, вот с орешками, прям вот у меня ребенок очень любит их, вот, постоянно привозим Dulce de Leche, и вот такие шоколадки, они есть еще тонкие, вот есть большие, так что вот обязательно попробуйте. Кстати, еще вот интересно, в Латинской Америке у них продается Coca-Cola вот по объемам 0,2, то есть они вот такие маленькие бутылочки, очень удобно, вот, ну как вот банки, только меньше, вот примерно такого размера. Можно сразу купить, ну удобно, захотел попить, там, выпил и не таскаешь с собой вот эту полулитровую бутылку. Кстати, вот я сам люблю колу, в России стараюсь ее не пить, но вот когда приезжаю в Латинскую Америку, начинаю ее пить очень много. Вот, хотя понимаю, что вредно, но вот не могу отказаться. Я, наверное, здесь вот за месяц выпил столько, сколько за полгода выпиваю в Москве. Так что, друзья, вот возвращаюсь в Советский Союз, как в старые добрые. Привожу с собой продукты. Ну что, скупился, как заправская домохозяйка. Кстати, весьма недешево, на $70 набрал сыров, хамона. Ну, в Парагвае, наверное, это было бы точно там, ну, если не 2 раза, то процентов на 30 подешевле. Лучше бы я все это в Парагвае бы набрал. Ну что, друзья, вот такой сегодня у нас вышел ролик. Я надеюсь, что он вам понравился. И вам захотелось прилететь в Бразилию, отведать разных вкусняшек. Ну а также я напоминаю, что наша команда Latino Russo занимается помощью в получении гражданства Парагвая, Мексики, Колумбии, Эквадора. Ну и для того, чтобы знать, как получить гражданство одной из этих прекрасных стран, ну и что оно даст,
то заходите к нам на сайт по ссылке, которая будет в описании под этим видео. Ну, либо пишите на мессенджеры. Я их также оставлю по ссылке в описании. Но я с вами, конечно же, не прощаюсь. До новых встреч. Чао-чао.